Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня мы поговорим с очень уважаемым гостем Ахмедом Халидовичем Закаевым, главой правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании. Добрый день, Ахмед Халидович. Добрый день, Татьяна. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Ахмед Халидович, скажите, пожалуйста, после того, как мы с вами в прошлый раз беседовали, вы, я так понимаю, принимали участие или ваши представители еще в форумах свободных народов пост-России. Если можно, расскажите, что с тех пор изменилось? Вот после признания Украиной геноцида в Чечне, что изменилось за это время? Время, вы знаете, очень сейчас быстро и динамично развиваются события. Если лет 20 назад потребовалось бы 10 лет, то это все события происходят за год. И, конечно, и за этот год войны в Украине тоже очень многое произошло, и много чего изменилось. Кстати, еще раз возвращаясь к теме, с 18 октября прошлого года, когда Рада приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерия территорией временно оккупированной и признании геноцида, конечно, это подтолкнуло очень активным действием не только наше правительство за рубежом, но и другие общественные и политические организации, которые на самом деле поверили в то, что победа не за горами, и что восстановление чеченской государственности и деоккупация нашей страны – это не миф, и не фантазия, и не мечта будущего, а это реальности, которые могут произойти в любое время. И в этом направлении и наше правительство активно включилось в те процессы, которые происходят сегодня в Европе. Последняя конференция, она посвященная на построссийский период, оно проходило 31 января в Брюсселе, в здании Европарламента. Это о чем говорит? Это говорит о том, что все-таки вот тот форум, который начинался и очень многие относились к этому форуму очень пессимистично, предполагая, что демонтаж России и деколонизация народов колониально зависимых от России, что это практически невозможные вещи. Но сегодня есть очень четкое понимание, что до того, пока эти процессы не произойдут, ни о какой стабильности в мире речи быть не может. Ни в самой России, ни в том регионе и вообще в мире. Россия, она, если сохранится как империя, она как угрожала всему человечеству, так и будет продолжать угрожать. И поэтому я думаю, что Европейский Союз, который организовал этот форум у себя в офисе, они тоже уже это понимают. И там же мы огласили вопрос, связанный с восстановлением Конфедерации народов Северного Кавказа. Это было в контексте и в духе этого форума и этой конференции. И вот по всем этим вопросам у нас ведется очень активная работа. И все это отражается на настроении людей, которые находятся сегодня на Кавказе, и на чеченцев, и на другие народы, которые в свое время потеряли свою государственность в результате российской экспансии на Кавказ. И у них появилась реальная надежда продолжить борьбу и восстановить свою государственность и суверенитет. Окей. И следующий вопрос. Вы представляете сейчас чеченскую оппозицию в изгнании официальную. А как оппозиция может стать более эффективной, на ваш взгляд? Мы себя не рассматриваем как оппозицию на самом деле. Эта оппозиция и коллаборанты сегодня находятся у власти в Чечне. Мы легитимные структуры власти, которые в результате российской агрессии были вынуждены перестраивать свою работу и перевести эту работу за рубеж. И, конечно же, мы чем отличаемся от оппозиционного движения? Тем, что у нас даже сегодня на территории Чеченской Республики есть структуры, представители структур власти, главы администрации, главы районов. Даже в силовых структурах есть люди, которые находятся и тесно связаны с нами. Да, они сегодня не афишируют это работа в условиях подполья. К этому мы уже привыкли последние 15-20 лет, пока мы находимся именно в таком военном положении. Поэтому мы в классическом понимании этого слова, мы не оппозиция, мы правительство, и работа наша отличается от работы оппозиционных движений. Это чем? Потому что мы сегодня уже подали, еще не сегодня, мы подали иск против России в Гаагский международный трибунал.
военный трибунал. Этот иск находится уже 4 года в Гаагском трибунале. И я уверен в том, что рано или поздно он начнет рассматривать этот кейс. Также мы сегодня создали и учредили национальный трибунал. И не дожидаясь того, что когда это будет рассматривать Гаага, мы уже начали рассматривать дела по военным преступлениям в 3 этапах этого периода. Это царский период, советский период и так называемый псевдодемократический российский. Это последние 30 лет, где было уничтожено более 300 тысяч чеченцев, из них 42 тысячи дети. И поэтому наша работа именно заключается в том, чтобы обеспечение правопреемственности легитимных структур власти с тем, чтобы после деоккупации провести выборы и позволить чеченскому народу избрать свою власть и в дальнейшем уже делегировать все полномочия избранной власти для решения всех остальных вопросов. Вот это наша основная задача. Так, и сколько сейчас политзаключенных в тюрьмах Чечни, и как вы вот общаетесь вообще с оппозицией дома, учитывая, что Кадыров очень сильно цепляется за власть и пытается всех, я так понимаю, посадить и репрессировать? Ну, методах и наших, как мы это делаем и как мы какие коммуникации у нас с домом, я об этом не могу сказать. А если говорить о политзаключенных, мы считаем, что все чеченцы, которые сегодня находятся в местах лишения свободы, они практически являются или военными, или политическими заключенными, за исключением каких-то, может быть, процентном соотношении криминалитета, который всегда был и есть. Но сегодня, по нашей информации, более 25, более 26 тысяч только, которые имеют статус, если исходить из Женевской конвенции, статус военнопленных. Потому что они сажали людей и брали людей по одному признаку, что они в будущем могли являться потенциальными сопротивленцами или принимали участие, или сочувствовали чеченскому сопротивлению. Все они в конечном итоге были репрессированы как пособники международных террористов, потому что именно так рассматривался вопрос чеченского сопротивления российскими властями. И, к большому сожалению, до прошлого года, до начала российской агрессии Украины, и весь мир практически так все это и воспринимал. И поэтому политзаключенных и военнопленных в России чеченцев очень много. И, конечно, мы добиваемся того, чтобы эти вопросы были тоже рассмотрены в соответствии с международными принципами и нормами. И они подпадали под ту категорию, которой они заслуживают в соответствии с международными принципами. Потому что мы в свое время в одностороннем порядке подписали Женевские конвенции по ведению военных действий, по отношению к военнопленным. Это мы пытались все время это сохранять. Но Россия, конечно, этих норм не придерживалась. Но сегодня уже, когда весь мир увидел истинное лицо России и российских империалистов, нам уже проще на Западе убеждать людей относительно нашего движения, относительно того, что с нами произошло и в каком статусе мы были до начала российской агрессии. Все это мы аккумулируем с тем, чтобы в последующем представить эти материалы как обвинения по военным преступлениям российских преступников, российского высшего военного политического руководства. А если говорить об армии Чечни, о военнослужащих Чечни, хотят ли они действительно воевать на стороне Путина? Есть у вас какая-то информация на эту тему? Конечно, не хотят, и они не хотели. То, что они оказались в этих силовых структурах последние 20 лет оккупации, этому были свои объективные причины. Есть, конечно, и субъективизм, это ближайшее окружение Кадырова и их родственников. Но в большинстве своем чеченцы, которые оказались в этих структурах, это от безысходности. Вы знаете, 80% безработицы в Чечне, 80%. Единственное место, куда люди могут устроиться с тем, чтобы прокормить свои семьи, это силовые структуры. Вот так они и зачислялись. И их в основном долгое время ни в какие войсковые военные операции не направляли. Это вот только с началом войны в Украине их начали использовать в качестве пушечного мяса. И, конечно, это очень серьезно отразилось на настроениях в чеченском обществе. Если вот российская пропаганда все эти годы,
оккупировавшие территорию и создавшие оккупационные структуры, основной пропагандой было то, что они спасают чеченцев и чеченскую молодежь. И Кадыров старший делал свою политику именно на том, что он оберегает и спасает чеченскую молодежь с тем, чтобы их не уничтожила российская армия. И все это было в один миг разрушено, когда они их направили в Украину с целью Украину в качестве пушечного мяса. И вот эта политическая платформа, вернее, идеологическая платформа российских оккупантов и коллаборантов, она разрушена. И поэтому это очень серьезно сказывается на общественном, на настроении чеченской общественности. А считаете ли вы, что чеченские военнослужащие могли бы восстать против приказов Кадырова, если бы он бросал их совсем вот на убой, как сейчас бросают там зэков-вагнеровцев или мобилизованных российских? Я не готов ответить на этот вопрос, потому что я не знаю истинных дел вот в самом ближайшем окружении. Но в целом я уверен в том, что чеченцы и даже те, которые находятся в рядах российских структур, они не позволят собой пользоваться и использовать их как расходный материал, когда, хотя в большинстве своем Путин и Кадыров вот из ближайшего окружения Кадырова их именно таковыми представляют, когда они заявляют о том, что они пехотинцы Путина и пехотинцы Кадырова. Для чеченцев это самое оскорбительное и унизительное — быть чьим-то пехотинцем. И, конечно, в основном вот эти настроения, они доминируют вот в тех структурах, силовых структурах. Мы имеем с ними контакты, есть представители, которым поручено общаться с ними, проводить специальную работу с тем, чтобы, когда изменится формат власти в России, чтобы мы не столкнулись с каким-то гражданским противостоянием в самом чеченском обществе. И вот этот ресурс, который сегодня находится в рядах российских структур, силовых структур, в конечном итоге мы его должны перевести на нашу сторону, на сторону свободной Ичкерии, на сторону свободных чеченцев. И я уверен в том, что 90% из числа этих людей, которые сегодня составляют так называемую Кадыровскую гвардию, они перейдут на нашу сторону. Я в этом абсолютно уверен, потому что у нас такой опыт уже имеется. И после Первой войны, то есть период Первой войны, и еще в начале 90-х годов, когда мы восстанавливали свою государственность. Это была советская милиция, это было советское КГБ. Однако, когда народ вышел и заявил о своем воле создать государство, несмотря на то, что Москва и Кремль препятствовали этому, эти структуры не подавили тогда чеченский протест, направленный на восстановление своей государственности. И я уверен в том, что тогда декоммунизация Чеченской Республики прошла бескровно и безболезненно, то декадыризация Чечни произойдет намного быстрее и намного эффективнее и безболезненнее для чеченского общества. И мы над этим работаем. Так, что вам известно о состоянии здоровья Кадырова на сегодняшний день? Была информация, что у него какие-то проблемы с почками, что он ездит к врачам в Эмираты или врачи из Эмиратов к нему приезжают. Какая есть информация? Ну, у нас точно такая же информация о том, что он тяжело болен. И вот попытки показать его и российской общественности, и чеченской, если вы видели вчера, наблюдали сцену встречи с Путиным, по-моему, эти оба человека очень больны. И кремлевский сиделец, и тот, который к нему приехал. Я думаю, в отличие от предыдущих встреч, если встреча Кадырова-младшего, она прошла с двойником Путина, то встреча с Кадыровым, Рамзаном, который в Кремле, это был настоящий Путин. В принципе, и по ним было видно, что они оба себя чувствуют очень нехорошо. Как, по-вашему, можно ли сказать, что Рамзан Кадыров ведет сейчас чеченский народ к уничтожению? Ну, этот процесс длился уже 20 с лишним лет. На самом деле задача, поставленная Путиным перед Кадыровым и его окружением, она заключалась в том, чтобы разрушить, не полностью уничтожить физически чеченский народ, а изнутри разрушить многовековые устои и традиции чеченского общества, где основным принципом во взаимоотношениях являлся принцип первый среди равных и абсолютное равноправие в чеченском обществе.
Мы всегда, чеченцы, гордились тем, что у нас не было никогда классового деления. А Путин и Кадыров на самом деле за этот период попытались создать и разделить наше общество на классовые сословия. И, конечно, оно не будет иметь последствий. После смены режима в Кремле изменится формат власти в самой России, и нам удастся именно восстановить всю нашу традиционную культуру во всех отношениях, и в политике, и в бизнесе, и во взаимоотношениях в чеченском обществе. Мы это сохранили, и правовую основу для этого мы сохранили, и все гражданские институты для того, чтобы это восстановить, мы сохранили. У нас в Европе сегодня действует Совет старейшин, у нас в Европе работают общественные, политические, молодежные организации, которые в основном свою работу и политику ведут именно на наших основных традиционных принципах и устоях чеченского общества. Я поэтому верю, что нам декадализация и депутизация в чеченском обществе, мы сумеем это сделать в ближайшее время. Чем, на ваш взгляд, может закончиться, если Путину удастся полностью подчинить себе Чечню, если вы считаете, что она еще не до конца подчинена? Я уверен в том, что она до конца не подчинена. Она не была до конца подчинена никогда за весь период попытки колонизировать чеченцев. Ни царской России это не удалось, ни советской России это не удалось, ни псевдодемократической Российской империи сегодняшней, ельцинской, путинской, это не удалось и не удастся. Тому подтверждение. Прочитайте Толстого «Царский период. Кавказская война». Прочитайте Солженицына о чеченцах, его высказывания в архипелаге ГУЛАГе в советский период, когда чеченцы находились даже в депортации. Прочитайте сегодняшних публицистов, которые писали и пишут о чеченцах и о том, что на самом деле происходит, насколько это возможно. Я верю и уверен в том, что до конца подчинить и покорить чеченцев ни Путину, ни Кадырову не удастся. Потому что у чеченцев за многовековое противостояние с Россией выработался, естественно, иммунитет сохранения. И на каком-то этапе чеченцы группируются и выжидают, пока не вырастет новое поколение, не вырастет новые люди, новые герои, с тем, чтобы продолжить борьбу за свободу и за независимость. И этот процесс, в принципе, сегодня вот один из этих циклов на современном этапе и закончился. И мы станем свидетелями, в ближайшее время мы станем свидетелями того, какие перемены произойдут и в Чечне, и на Кавказе. Рамзан Кадыров, кажется, призывал к тому, чтобы вас убили. Вот когда вы заявили о создании 5-го чеченского батальона. А вы сами хотите убить нынешнего главу Чечни? Нет, для меня очень важно, чтобы Путин и Кадыров предстали перед судом. Я вам искренне говорю. Я не являюсь их защитником, адвокатом, но я прошу Всевышнего дать нам позволить дожить им до дня, когда они предстанут перед судом и понесут ответственность. Для нас вот это важнее, чем их физическое уничтожение. Потому что даже после их смерти мы будем вынуждены проводить судебный процесс над теми событиями и над теми преступлениями, которые они совершили. И для нас поэтому очень важно, чтобы они остались живы и отвечали на вопросы судейства и судей, которые их будут обвинять в тех преступлениях. Поэтому для меня важнее, чтобы они остались живы, чем их физическое уничтожение. Вы объявляли в конце сентября прошлого года о формировании 5-го чеченского батальона, как вы приглашали людей туда, я не знаю, должны ли бы вы стать командующим были этого батальона, но вы туда людей приглашали. А можете подробнее рассказать об этом батальоне? Я могу рассказать вообще о структурах, которые нам удалось воссоздать за этот год. 26 ноября я, как председатель Государственного комитета деоккупации Чеченской Республики и как исполняющий обязанности Верховного Главнокомандующего, сделал заявление о том, что мы начнем призывать чеченцев в качестве добровольцев в ряды для отражения российской агрессии и будем создавать батальоны. И с этого времени
в принципе, этот процесс начался. И этому способствовало еще то, что президент Зеленский буквально 28 числа подписал указ о создании иностранного легиона. И вот это нам позволило, в принципе, восстановить вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия вот в составе этого иностранного легиона. Сегодня в Украине на постоянной основе действует Министерство обороны Чеченской Республики Ичкерия. И я в большей степени все время практически нахожусь в Украине и как исполняющий обязанности Верховного Главнокомандующего, и как председатель Государственного комитета деоккупации. Мы подписали соглашение с одним из военных ведомств Украины, с нашим ведомством о сотрудничестве, о военном сотрудничестве, о взаимодействии. И поэтому сегодня можно сказать, что за этот год нам практически удалось восстановить вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия именно на территории Украины. И вот этот легион и эти батальоны, которые мы здесь создали, они в принципе станут авангардом деоккупации и восстановления чеченской государственности на территории. У нас уже в мире такой опыт имеется. Вы помните польский легион, который был создан в Первую мировую войну австрийцами, он в принципе стал основным кулаком и ядром восстановления польской независимости. И таких примеров много. И я думаю, что сегодня не только чеченцы, но и белорусский легион, и тот же русский легион, который здесь сегодня функционирует, они будут являться именно вот тем основным ядром для освобождения этих территорий тоже, и Белоруссии, и самой России. А о том, что Россия должна трансформироваться в какое-то другое государственное образование, это разные вещи. И я думаю, что вот этот легион, он сам должен быть заинтересован в том, чтобы изменить существующую реалии в России и в российской политике. Это означает отказ от имперской политики, от империализма, это пойти по пути деколонизации народов, которые заселяют эту страну. И я уверен в том, что вот такое понимание у тех, кто сегодня борется за свободу Украины и тем самым продолжают бороться за свою свободу и независимость, вот такое понимание у этих людей есть. У чеченцев оно есть, я верю, что есть оно и у русских, и у белорусов, и других представителей Кавказа, которые сегодня здесь находятся. Ну, я понимаю, что русские войска и в вашем, и в нашем понимании, они ведут себя здесь уже в Украине как террористы. Но в то же время не думаете ли вы о возможности прибытия или попадания на территорию Украины каких-то других террористических группировок из России? Не знаю, возможно, там из ИГИЛа или еще откуда-то. Что вы можете об этом сказать? Я думаю, что специальные структуры Украины, они очень четко отслеживают все эти процессы, и поэтому я спокоен в этом отношении, что они сделают и делают все возможное, чтобы этого не произошло. Я понимаю, что вы имеете в виду. Все эти структуры, террористические организации, которые начинали о себе заявлять на Ближнем Востоке, но они были и курировались КГБ. Это однозначно. Это у нас этому есть доказательства. И сегодня, я думаю, в специальных структурах самой Украины за этот год произошли очень большие изменения. И зачистки произошли в этих структурах, которые могли бы способствовать появлению таких террористических организаций на территории Украины. Они практически сегодня зачищены. И я верю и в руководство Украины, и верю в силовые структуры Украины, которые очень четко отслеживают эти моменты и не допустят появления таких организаций здесь, в Украине. Простите, правильно ли я понимаю, что вы считаете, что как минимум какие-то ячейки, которые действовали в ИГИЛе или с ИГИЛом, были организованы КГБ, ФСБ Российской Федерации? Я абсолютно просто точно знаю, и я заверяю, что это было так, потому что у нас этому есть доказательства. В принципе, возникновение ИГИЛа – это был один и тот же сценарий, который русская ФСБ проработала у нас в Чечне, создавая так называемый Кавказский Эмират, переводя борьбу чеченского народа в разряд борьбы с международным терроризмом для России и для всего остального вопроса. И вот когда
Асад начал проигрывать действительно той оппозиции, которая вела борьбу с ними, вот тогда и возникло радикальное течение, которое назвали себя исламским государством, и тем самым отвратили очень многие страны, государства от того, чтобы сменить Асада. Потому что Путин действительно показал, вот с кем Асад имеет дело. Асад имеет дело с международным исламским терроризмом, который хочет создать всемирный халифат и ведет войну до судного дня со всем цивилизованным миром. И как подтверждение этому возник так называемый ИГИЛ. И вот тогда и отступили основные силы. И даже в самих рядах сопротивления Башару Асаду произошел раскол. Очень многие отошли от этого движения и стали оппозицией им. И этим воспользовался и Путин, и Асад, чтобы укрепить свои позиции. Это была чистейшая спецоперация ФСБ по ликвидации оппозиции Башара Асада и по его спасению. Еще вы упомянули, что участвует там несколько подразделений. Ну, и я сама брала интервью у батальона шейха Аль-Мансура, их командира. Скажите, а какие именно вот эти подразделения, которые участвуют? Я так понимаю, часть в ВСУ, часть в иностранном легионе. Если можно, объясните, что это за подразделения, почему их 5, если я правильно понимаю? Нет, их уже и больше 5, и 6 уже. Я просто не буду сейчас давать конкретику. Но я говорю только о тех структурах, которые входят в вооруженные структуры Министерства обороны. Но здесь есть и другие подразделения, которые не входят в эту структуру. Они самостоятельно, они аффилированы куда-то, или СБУ, или ВСУ, или территориальная оборону, или какие-то другие структуры. Но они, главное, они находятся на передовой, они ведут борьбу, они отражают российскую агрессию. Для нас это важнее сегодня, чем вот кто кому подчиняется. У нас есть свои структуры, официальные структуры Министерства обороны ЧРИ, которые подотчетны министру. Да, они сегодня также выполняют, в первую очередь выполняют приказы командования украинского военного командования. Потому что это условие контракта, это условие нашего соглашения, которое мы с ними подписали. А есть другие группы, отряды, которые не хотят быть зависимы от кого бы ни было. Они самостоятельно определяют для себя, когда им участвовать в войне, где им становиться, куда им стать, где вести военные действия или операции. Поэтому здесь, все это находится под абсолютным контролем военного руководства Украины. И поэтому мы должны здесь разграничить наше Министерство обороны и, естественно, Министерство обороны Украины, которое контролирует всех, включая и наши подразделения, и те, которые входят в структуру Министерства обороны ЧРИ, и те, которые не входят в структуру Министерства обороны ЧРИ, но они контролируются военным руководством Украины. Так, и еще такой вопрос про ту сторону. Есть ли у вас информация о боевом составе, который Путин использует в этой войне, помимо, конечно, пленных, которых использует Пригожин в пригожинских отрядах, помимо мобилизованных российских и вот контрактной армии, которая была у России и которая, видимо, изрядно потеряла после начала вторжения в Украину. Какие еще подразделения или силы Путин использует в этой войне? Я думаю, что такая информация есть у ваших специальных структур. Насколько я знаю только то, что мы постоянно и каждый день обсуждаем. Это вагнеровцы, это мобилизованные, это призывники, и молодые, и старые, и контрактники. Вот все, что у него есть сегодня в арсенале, Путин все это использует. Потому что он понимает, только продолжение войны обеспечивает ему свободу и его жизнь. И поэтому ни на какие уступки, на компромиссы, на перемирие Путин не пойдет. Он пришел на волне войны, и он должен уйти с войной, только с войной. И в результате каких-то внутренних, я не верю, что там вокруг него есть кто-либо, кто может его пристрелить и призвать к ответу, и изменить ситуацию. И поэтому он сегодня находится в отрыве от всего российского даже. Есть вот ФСО, которое его оберегает, и они, как зашоренные лошадки, делают свою работу независимо от чего-либо. И они эту работу будут делать. Поэтому личная его безопасность,
она как бы прогарантирована ему. И поэтому сохранить себя как политического деятеля – это только война в Украине. И, конечно, он использует все возможные варианты с тем, чтобы продолжить эту войну. Что он ее не выиграет, он это уже понимает. Но для того, чтобы его продолжать, ему постоянно нужны какие-то ресурсы, которые он пытается использовать. Но Средняя Азия, Азиатские республики и СНГ, страны СНГ, они в принципе отошли. Есть одна только Белоруссия и была Грузия, которая активно не вмешивалась в войну, но молча поддерживала, скажем так, позицию России. И там сегодня происходят очень произойдут серьезные изменения, вы наблюдаете за этими процессами. И, конечно, Путин пытается дестабилизировать Молдавию. Это вот его пятая колонна в Молдавии, которую они вывели сегодня на улицу. Но это все просто предсмертная агония этого преступного режима. Никаких серьезных последствий, ничего это за собой не повлечет. Скажите, может быть, у вас есть какая-то дополнительная, кроме общеизвестной, информация о вагнеровцах и о Пригожине? Нет, у меня, в принципе, ваши комментаторы, ваши аналитики уже ничего никому не оставили. По-моему, у них не осталось ничего то, что не знала бы вся Украина и практически весь мир. И я знаю только столько знаете и вы, и наши украинцы, которые находятся и наблюдают за всеми этими процессами. Вагнеровцы, одним словом, это бандформирование Путина. Такое же бандформирование, которым руководит Кадыров, такое же бандформирование, которым руководит Золотов. Это его как бы частная армия, хотя они сегодня еще являются структурными государственными подразделениями, но они никак не вписываются в ту политику и в ту работу, которую ведет Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Служба безопасности, ФСБ, я имею в виду. Они как бы сами по себе, а вот эти частные армии Путина, они сами по себе. И поэтому недалек тот час, когда они действительно схлестнутся между собой. Вот те государственные структуры с этими частными так называемыми армиями Пригожина, Путина. И теперь вы знаете, что уже каждый уважающий себя, как говорится в анекдоте, миллиардер должен иметь свою частную армию. И они создают их сами. И Миллер, и все остальные. Министерство обороны даже набирает теперь зэков. Поэтому это говорит о том, что мы об этом говорили, что это не государство в классическом понимании. Это корпорации, которые сегодня притворяются государством. И сегодня это стало очевидно уже всему миру, когда они, не надеясь и не рассчитывая на те государственные официальные структуры, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, там, Национальная гвардия, ФСБ, сколько их там было силовых структур, но теперь помимо этого еще каждый миллиардер или каждый деятель создает свою частную армию. Вот это показатель того, к чему Путин привел вот эту страну. И вот поэтому необходимо сегодня эту территорию взять под контроль всем миром. И мы должны быть, и мир должен быть готов к тому, что после Путина там, чтобы не допустить хаоса на этой территории, мы должны быть сегодня готовы к тому, какие регионы и как они будут взяты под контроль после этого хаоса. Вернее, чтобы не допустить этот хаос. Последний вопрос. Вы сказали в интервью в каком-то, что разведка теперь говорит о том, что Россия пытается заслать новых людей, которые ранее не были идентифицированы как комбатанты-кадыровцы. Видимо, из Чечни вы имели в виду. А кто эти люди? О ком вы говорили? Нет, я имел в виду тех, которые они из Чечни направляют. Это уже не чеченцы. Это люди, которых они собирают по всей России, но их направляют в Чечню, там на полигон, они проводят 2-3 недели там подготовку, и оттуда их уже отправляют с вот этим ярлычком, с брендом Ахмат Сила, как будто они являются чеченцами и добровольцами из Чечни. Я это имел в виду. Это у нас абсолютно достоверная информация. Спасибо вам большое. Напомню, что это был Ахмед Халидович Закаев, глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах, ну и поддерживайте свободную Ичкерию.